Повествование от лица Набухиды. Надеюсь, он вчера нашел свою комнату. Думал про себя Сёгун, ощущая легкое чувство вины. Как-никак они напоили гостя, развели вместе с ним товарищей, а потом вместе с Бяо пошли продолжать, сказав лишь куда идти пажню. Его не покидала мысль о том, что этот человек был необычен. Нет, не в том плане, что у него нету чакры. Не потому, что он может искусно сражаться. Не из-за его странной руки. Дело было в чем-то другом. Том, что самурай пока еще не понимал. Слишком опытен скиталец был для своего возраста. Слишком сдержанным, в меру холодным и осторожным. Было впечатление, что все это обман, и на самом деле перед ним разыгрывали целое шоу лишь для того, чтобы закоренелый иностранный шпион проник в их ряды. Вот только все показанное юношей, его движения, нотки горечи, когда он говорил о господине Сасаки, говорили о том, что он не врет. Эх, не думал, что еще на своем веку встречу такого интересного воина, проговорил про себя Сёгун. Подойдя к комнате, направление которое он вчера указал, он постучал в дверь. Однако ответ не последовал. Стук раздался еще раз. Мало ли, вдруг их гость еще спит. Но тишина вновь стала ответом. Потому уже не церемонясь, Набухида открыл дверь, чтобы точно убедиться. Когда перед ним предстала комната и человек, сидящий на кровати, он почуял что-то неладное. Да, внешне казалось, что парень спит, пусть и не совсем нормальной позе. Подойдя ближе, Сёгун уставился на глаза. Едва заметно, но под веками бурлила жизнь. Конец повествования Набухиды. Закрыв глаза, скиталец погрузился в сон, но не совсем обычный для простых людей сон. Через мгновение тьма сменилась на ту лесную поляну, где он видел мужчину, защищающего отступление своих товарищей. Затем материализовался и этот странный мужчина, стоящий напротив него. Рывок, а затем удар плечом автоброни по противнику. Беловолосый немного отпрял назад, но все же устоял на месте. Затем, не теряя времени, Белый Клык нанес быстрый удар прямо в грудную клетку. Вернее, хотел. Его удар был схвачен, а затем рука была вывернута под неестественным углом, после чего была сломана. В этот миг парень был ошеломлен. Белый остаточный след от взмаха клинка стоял у него перед глазами. Удар лезвия пришелся по корпусу и был относительно не опасен для жизни. Поднеся руку с клинком к сломанной, он сложил эту самую печать, что создавала его копии. В этот момент рядом материализовался белый дым. Но вместо появления клонов из дыма вылетел шиноби, получивший удар двумя ногами в солнечное сплетение. Однако, когда он должен был упасть на землю, на его месте оказалось бревно. Внизу отдал он себе отчет, услышав звук под землей. Сила Наги но Ми убрала все звуки из видимого поля пользователя, усиливая тем самым те, которые были в слепой зоне. Увернувшись от удара, стремящегося к его сердцу, он подпрыгнул в воздухе, чтобы тело приняло горизонтальное положение. Вследствие рука с клинком были схвачены в захват ногами, а скиталец буквально повис вниз головой. Бой был за ним, так как не было смысла обездвиживать сломанную руку. Вместо нее он взял шею в капкан, медленно удушая противника. Когда с ним было покончено, Беловласый просто развеялся словно дым. Затем перед парнем предстал уже недавнешний Сёгун, а в его руках материализовалась катана. Оба застыли, выжидая момента, когда оппонент откроется. Спустя пару минут Набухида сделал рывок, метя в уязвимые точки тела. И если это было понятно, то предугадать, куда именно он собирался нанести удар, было сложно. Защитная стойка, увы, не принесла много пользы. В последний момент самурай на ходу запустил меч, пронзив голень парня. Рукоять, вонзенная лезвием к скитальцу, была схвачена, а затем непрерывно защита потерпела крах. Вертикальный удар снизу оставил легкий порез на челюсти, заставив тем самым скитальца пошатнуться. Благо, это не вывело парня из колеи. Его рука, отброшенная ударом в силу особенностей автоброни,
могла выдержать такие нагрузки и уже стремилась диагональю к шее противника. Набухиде среагировал под стать своего опыта, словно продумывая этот шаг оппонента. Схватил меч во время атаки тыльной стороной руки к земле, впоследствии легко провернул ее в воздухе, отбивая удар. Тем не менее, в последний момент, когда клинки должны были сцепиться, челюсть Сёгуна встретила удар берца парня, совершившего подобие обратного сальто. «Вижу, ты не бросаешь свои тренировки». Внезапно раздался смешанный голос за спиной парня. Ты задал те же уровни усталости, урона и остального, как и в реальности. Это похвально. Образ сменился на его учителя и названного отца всех ведьмаков, Весемира. «Вот только, какой в этом смысл, если ты лишь игрался с ними?» Спросил старик Зена. «Однако такая тренировка лишь расходует твое время», Произнес Сасаки. Тебе известна лишь малая частица их способностей. Ты знаешь слишком мало, чтобы понять их истинную силу. Указал на изъян Ома. Но тем не менее и вправду рассчитываешь получить опыт из этих жалких копий. Закончил Сэнгоку. Все это время парень лишь молча наблюдал за сменяющимися образами людей, которых он успел повидать на своем пути, пытаясь понять, что происходит с его сознанием. Ведь установок на создание этого фантома он не давал. Ты верно думаешь, я своего рода твой внутренний голос, возникший без твоего прямого участия. Но обойдемся без подробностей. Они ведь ни к чему, верно? Люди, знающие тебя лучше всех и научившие тебя большей части того, что ты знаешь, прямо перед тобой в одном лице. Разве можно найти соперника лучше? Итак, твои действия, бродяга. На лице меняющихся образов застыла хищная улыбка. Не знаю, что и сказать. Начнем. Прежде чем броситься в бой, на лице парня также мелькнула улыбка. Однако этой битве не суждено было произойти. Что-то нарушило покой парня, причем достаточно болезненно. Открыв дверь без стука, в проеме показался рядовой самурай, явно чем-то обеспокоенный. «Господин Набухиде, экстренная ситуация!» На его лице отражалось беспокойство и злость. «Чертов Ханза отправил группу предполагаемых заключенных с парой наемников!» Рефлекторно повернувшись, Сёгун позабыл о том, что взял сегодня с собой не привычный вакидзаси, а катану, которая ударила скитальца по шее, вытянув тем самым из сна. «Прости, парень, я не специально». Сразу же извинился Набухиде, почувствовав, как ножны во что-то уперлись. «Я зашел тебя проведать, но сейчас не об этом». Получив одобрительный кивок от гостя, он вернул внимание на подчиненного. «Снова диверсионная атака?» «Не похоже. В этот раз отряда куда больше и словно под каким-то препаратом. Не исключено, что это наркотики, а не боевые стимуляторы». На одном дыхании выложил самурай. «Вот как». Мужчина задумчиво потер подбородок. «А что по обстановке в мире?» «Уже послали соколов к нашим информаторам. Похоже, Ханза решил испытать на нас свою дрянь перед войной, что стоит у его ворот». Сделал вывод лидер самураев, зная уловки Саламандры. «Вы о психотропах?» «Мне доводилось с ними сталкиваться. Насколько они затуманивают разум и отключают боевые ощущения». Вмешался парень, понимая, что и в этом мире не обошлось без этой дряни. Было бы это просто результатом наблюдения, как у тех же нордов с отваром из мухомора, но одно дело, когда человек идет на это осознанно, а другое, когда его этим пичкает сраная власть. Подумал скиталец уже про себя. В самом начале эффект был почти не виден. Со временем он понемногу стал увеличиваться, но не критично. В основном легкая ярость и способность не чувствовать первые 2 десятка ранений, ответил самурай, почему-то почти не удивленный познанием своего гостя. Что насчет симптомов? Отмирание клеток мозга, печени, психические расстройства, деградация личности? Посыпал град вопросов парень. Набухиде несколько озадаченно посмотрел на него.
По всей видимости, тебе известно больше о последствиях, чем нам, так как по известной нам информации первым критическим ударом является загрязнение и упадок чакры. Слабоумие у некоторых, полагаю, результат отмирания клеток мозга или деградации личности. Так как большинство подопытных Ханзы заключенные, у которых и так не все в порядке с головой, говорить о расстройствах мы не можем. Про печень мы же и не подумали как-то. С легким чувством вины потер затылок Сёгун. Загрязнение чакры? Это как с заражением крови? Заинтересованно спросил скитарец, желая узнать разницу. Частично, но в случае чакры все проходит само собой. Пусть и занимает этот процесс минимум год. Симптомы похожи, но подавляется способность контролировать адекватно чакру. А если пытаться слишком долго, боль пятикратно ударит по чакроканалам, что даже для Джоунина будет сложным испытанием, а то и вовсе смертью. Интересно, спасибо за пояснение. Раз так, не против, если я пойду с вами оценить обстановку? Спросил парень, держа что-то у себя на уме. Почему нет? Ты явно в этом смыслишь. Может, увидишь то, чего не видим мы. Он вернул внимание на подчиненного. Ну, чего стоишь столбом? Пошли. Через час с небольшим мы были около границ страны железа. То, что я увидел, даже в какой-то степени меня расстроило. Наркотики, которыми были напичканы эти вторженцы, явно предполагались не как таблетка для суперсолдата, коих пыталось создать в каждом мире каждое государство. Среди этой своры, конечно, были пару человек, способные не терять контроль и здравое мышление в полной мере. Но это даже не исключение из правил. Их организмы более выносливы или же имеют устойчивость к той дряни, которой их накачали. Хотя их организм тоже будет сильно изношен. Как видишь, ты как они атакуют по выборочному периметру границы, предугадать, где они будут точно, нам удается не всегда. Лениво бросил на Бухиде. Не против? Я кивнул головой в сторону недоберсерков. Да пожалуйста, хоть всех забирай. Только и пожал плечами Сёгун. Простым солдатам нужен отдых. На другом направлении этим занят Бяо. Так что дерзай. Получив добро, я кинулся вперед, подметя краем глаза, что старик сразу же заметил мою бесшумность. Зайдя врагам со спины, не спеша начинаю подходить, в то же время настраиваясь на реализацию одной идеи. Создаю поле тишины вокруг себя. Сосредотачиваюсь на том, чтобы уменьшить его до расстояния от меня и до моей цели. Так, теперь нужно, не теряя концентрации, разделить энергию и оставить ее только на нем. А если так? Кажется, начинает получаться. Не успел я закрепить результат, как меня перебил другой вторженец. Едва уклонившись от земляной пики, включаю тишину на всю и несусь на него. Секунды замешательства, и мои ноги, отталкивая, валят его. Затем удар головой в валун, и если он не умер, то как минимум потерял сознание. Краем глаза замечаю еще одного. Но прежде чем он успевает напасть, немного разворачивая корпус и сзади выбрасываю ногу прямо в солнечное сплетение. Мужчина отлетает на метр, но не падает. Вижу, как ему свело дыхание, не теряя времени добиваю его. Осмотрев местность, понимаю, что можно продолжить мой эксперимент. 5 часов спустя. Наконец-то. Из-за того, что меня сбили, ушло так много времени, чтобы вновь ощутить это чувство. Сконцентрировавшись, удалось лишить чувства слуха одного из множества противников. Правда, это все еще было далеко от идеала. Время действия было около 13 секунд, и выходила данная манипуляция не каждый раз, где-то 1 к 7. Но начало было положено. Точечный контроль станет хорошей базой на пути освоения Наги-Наги но Ми. Думаю, еще задержусь на недельку у самураев, прежде чем искать цель задания. Если она вообще уже родилась. Ведь никто не говорил, что причиной уничтожения может или должен быть ныне живущий. Хотя искать логику в мире магической лабуды – дело само по себе абсурдное.
Скиталец, вот вы где. Повернувшись, вижу необычного самурая, скорее даже ассасина, так как подобрался он ко мне незаметно. Да и снаряжение самую малость отличалось. И нет, это было не то минимальное отличие, которое присуще членам одной фракции. Конечно, я был увлечен процессом, но тем не менее. Да. Господин Набухида передает, что если вы закончили, он будет ждать вас у себя с Бяусама. В ответ киваю головой, на что странный самурай уходит прочь. Думаю, еще немного потренируюсь в освоении. А затем было бы неплохо все же разузнать об этих занимательных самураях.